Здравствуйте, дорогие мои! Сегодня предлагаю приготовить торт Сникерс. Торт состоит из шоколадных коржей, карамельно-арахисового крема и мусса на основе нуги. Покрыла я торт зеркальной шоколадной глазурью, но можно покрывать и велюром. Для бисквита мне необходимо 45 граммов пшеничной муки, 1,5 столовые ложки, 15 граммов какао-порошка. У меня это получилась столовая ложка. 3 яйца, половина чайной ложки разрыхлителя для теста, 65 граммов сахара, 2,5 столовые ложки и 20 граммов сливочного масла и 15 граммов горького шоколада. Я положила их вместе, потому что их нужно будет вместе растопить на водяной бане или в микроволновой печи. Для крема мне нужно 90 граммов мягкого сливочного масла, 60 граммов пасты арахиса и 150 граммов вареной сгущенки. Сгущенку перед тем, как открывать, нужно подержать в горячей воде, чтобы она стала вот такой консистенции. А после этого дать остыть до комнатной температуры. Для приготовления мусса с нугой мне необходимо 2 яичных белка, 300 мл жирных сливок для взбивания или отвешенной сметаны, 75 граммов сахара, 100 граммов арахисовой пасты, 75 граммов меда, 50 мл воды и 10 граммов желатина плюс 50 мл холодной воды. Жирные сливки пока нужно поместить в холодильник. Замочу желатин, добавлю воду, все размешаю и оставлю набухать. Приготовлю ореховую пасту. Для этого я возьму 200 граммов нежаренных и неочищенных орехов. Выложу их на пергамент и поставлю в духовку, разогретую до 160 градусов, на 10-15 минут. И сразу же уберу пергамент с противня. Когда орехи немного остыли, очищу их. Если у вас арахис уже очищенный, то его нужно будет все равно в духовке подсушить. Когда весь арахис очищен, приступаю к приготовлению пасты. Перемалываю орехи в режиме пульс, периодически встряхивая блендер. И когда орехи все превратились в крошку, ничего не добавляю, просто перемалываю дальше, уже в постоянном режиме. Блендер также встряхиваю. Когда масса начинает комковаться, периодически снимаю ее со стенок. Для того, чтобы технике было легче, можно массу немного даже перемешать. Это процесс не быстрый, время зависит от мощности вашей техники. Если измельчитель стал перегреваться, дайте ему отдохнуть. Но если у вас никак не хочет выделяться масло, можете добавить половину чайной ложки меда и чайную ложку растительного масла. Тогда процесс пойдет полегче. В итоге у вас должна получиться вот такая красивая, однородная масса. Сразу отвешу, сколько мне нужно. 60 граммов и 100 граммов. Конечно же, можно использовать и покупную пасту. Нужно застелить противень пекарской бумагой и поставить кольцо 16 см. Духовку нужно разогреть до 175 градусов. Кольцо нужно немножко обсыпать вокруг мукой. Смешаю вместе муку, какао и разрыхлитель. Масло растопите вместе с шоколадом и поставьте остывать. Разделите яйца на белки и желтки. Взбейте белки с щепоткой соли сначала на малых оборотах, потом на больших. До хорошей пышной пены. В конце взбивания добавьте 2 чайные ложки сахара от общего количества и взбейте массу до устойчивых пиков. Этим же миксером взбейте желтки с оставшимся сахаром до светлой пышной массы. Сюда же вылейте остывший шоколад со сливочным маслом. На этом миксер больше не нужен. И теперь по очереди в желтки я буду вмешивать белки и сухие ингредиенты. Белки вмешивайте движениями сверху вниз. Сначала берите небольшое количество, потом добавьте еще. Готовое тесто выкладываю в кольцо. Сразу отправляю противень в духовку примерно на 20-25 минут. Готовность, как всегда, проверяем деревянной шпажкой. Бисквит готов. Уберу муку. Эту муку, как я уже говорила, можете не выбрасывать.
а использовать при приготовлении соуса. Отрежу пергамент и перенесу бисквит на решетку. Когда бисквит немного остыл, вырежу его из кольца. Сниму бумагу и оставлю так до полного остывания. Миксером хорошо взбиваем сливочное масло, чтобы оно стало пышным и светлым. Вот таким. Когда масло взбили, по ложке начинаем вводить вареную сгущенку. Каждый раз хорошо взбиваем. Когда добавлена вся сгущенка, в 2 приема добавляю арахисовую пасту. И на этом крем готов. Уберите его пока в холодильник. Этот бисквит нужно разрезать его на 3, а если получится, то и на 4 части. Бисквит всегда лучше выдержать несколько часов перед разрезанием. Но если совсем не втерпешь, можно резать и сразу. Таким образом у меня получилось 3 тонких бисквита и шапочка, то есть 4 диска. Теперь собираю середину торта. Выкладываю корж и на него крем. Промазали. Следующий положу шапочку. И все, последний. Заполните кремом пустоты между коржами. И вообще подровняйте нашу заготовку, чтобы она была ровной и красивой. Ну вот и на этом наша серединка готова. Для тех, кто не любит муссовые торты, это практически готовый торт Сникерс. Правда, без нуги. Зато со вкусом арахиса и карамели. Теперь осталось завернуть нашу заготовку, хорошенечко упаковать ее в пищевую пленку и убираем серединку в морозильник. Можно замораживать ее не полностью. Можно подморозить так, чтобы ее потом было удобно опустить в мусс. Перед приготовлением мусса подготовлю форму. Обтяну пленкой кольцо 18 см. Переверну и внутри проложу кондитерскую ленту. Всю эту конструкцию перед сборкой торта можно минут на 10 поставить в морозильник. Выливаю в сотейник воду и высыпаю сахар. Выкладываю мед и ставлю сотейник на плиту. На небольшом нагреве, помешивая, добиваюсь полного растворения сахара и меда. Кристаллы сахара со стенок нужно смыть. После того, как сироп закипит, больше его не мешаю и варю до температуры 131 градус. Когда сироп достигнет температуры 121-123 градуса, можно начинать взбивать белки. Для тех, у кого нет термометра, могу сказать, что у меня на среднем нагреве сироп достигает такой температуры примерно за 12 минут. Белки взбиваю щепоткой соли. Сначала на малых оборотах, потом на больших, до хорошей устойчивой пены. Когда сироп готов, понемногу вливаю его в белки, не прекращая взбивания. И продолжаю взбивать до получения плотной массы и до остывания белков до комнатной температуры. Когда белковая масса уплотнилась, обороты миксера можно снизить до средних. Вот такую мы получили нугу. И теперь соединяем ее с арахисовой пастой. И все хорошо перемешиваем. Вот такая получилась нуга. Я ее переложила в другую посуду, чтобы было красиво. Пока ее отставлю. Теперь нужно распустить желатин и дать остыть ему до комнатной температуры. Теперь нужно взбить охлажденные сливки, как всегда, сначала на малых оборотах, потом на больших. В этот раз взбиваем до плотной устойчивой пены. Только не перебейте. Вот до такого состояния. И теперь смешиваем сливки с нугой. Делаем это понемногу, частями, чтобы сравнять температуру и консистенцию. Миксер пока не мойте. Посмотрите, какая получилась красивая нежная масса кремового цвета. Она очень вкусная. И теперь в мусс нужно добавить распущенный желатин. Его температура не должна быть выше 30 градусов. Делать это лучше миксером на самых малых оборотах. Все, миксер больше не нужен. Теперь последний раз все перемешиваем лопаткой. Мусс готов, и торт можно собирать. Так, достаю форму и серединку. Распаковываю наш сникерс. Выкладываю сразу весь мусс.
Если у вас уже был неудачный опыт и выливался мусс, можно сделать такой вариант. Налить на дно кольца очень тонкий слой и отправить его в морозильник буквально минут на 5. Потом достать и продолжить сборку. Распределю, чтобы не было пустот. И опускаю в середину. Излишки снимаю и все разравниваю. Хорошо запечатываю. Убираю в морозильник до полного замораживания. Торт полностью заморозился и можно его покрывать. Подготовьте место, застелите емкость пищевой пленкой и поставьте какое-либо возвышение или решетку. Я в последнее время больше полюбила возвышение, легче снимать и перемещать торт. Покрыть торт хочу глазурью 2 цветов. Смешивать их буду непосредственно перед покрытием. Достаю замороженный торт, перемещаю на подставку и снимаю пленку сверху. В этот раз мне даже не пришлось его нагревать. Кольцо съехало само. Я его уберу, тортик верну на подставку и освобожу его от кондитерской ленты. Рукой берите конденсат, если он есть, и можно покрывать. Смешиваю 2 глазури, немножко деревянной шпажкой пройдусь и покрываю. Когда глазурь встала, спатулу беру излишки. И осталось торт переместить. И теперь торт можно украсить по своему желанию. Бордюр можно сделать из арахиса. Используйте бордюры, они очень хорошо помогают скрывать огрехи. Ну а наверх я сделала 2 такие небольшие завитушки. И на этом, я думаю, хватит. Вот такой торт Сникерс у меня получился. И обязательно получится у вас. Непременно приготовьте, а я желаю вам приятного аппетита и успехов в вашем кулинарном творчестве. Благодарю вас за просмотр и желаю успехов во всех ваших начинаниях. До новых встреч! Кухонные фишки.